Господи, что мы народ Твой, что мы любим Тебя, что Ты открыл нам очи духовные, чтобы мы познали Тебя, Твою любовь и благость. Благодарим, Господь, что ведешь нас в этой жизни Духом Своим Святым. Аллилуйя. И сейчас мы все заботы и все заботы, печали, все оставляем там. И хотим поклоняться Тебе в Духе истины, Господи, искать лица Твоего и благодарить и славить Тебя за все, что Ты сделал для нас, и делаешь, и будешь делать. Мы любим Тебя, Господь. Прими хвалу и честь от нас. Во имя Иисуса. Аминь. Ночь, ночь,
начало и конец, величия Творец, Ты достоин славы, Ты достоин всей хвалы, Ты достоин всей хвалы. Начало и конец, величия Творец, Ты достоин славы. Аллилуйя! Снова надежда поведет за собой.
сошедший во тьму, открыл мне глаза, дал мне жизнь. Сердцем своим я тебе поклоняюсь, вечно с тобой буду жить. И свет в этом мире, сошедший во тьму, открыл мне глаза, дал мне жизнь. Сердцем своим я тебе поклоняюсь, вечно с тобой буду жить. Я здесь, чтобы прославить, здесь, чтобы поклониться, здесь, чтобы сказать: Ты мой Бог, Ты всего достойный, Ты всего прекрасный, Ты всего чудесный для меня. Царь всех времен, о, как Ты возвеличен, слава Тебе, небеса. На землю сошел и в смиренном обличье ради любви был распят. Здесь, чтобы прославить, здесь, чтобы поклониться, здесь, чтобы сказать: Ты мой Бог, Ты всего достойный, Ты всего прекрасный, Ты всего чудесный для меня. Здесь, чтобы прославить, здесь, чтобы поклониться, здесь, чтобы сказать: Ты мой Бог, Ты всего достойный, Ты всего прекрасный, Ты всего чудесный для меня. И никогда я не забуду, что Ты мой грех вознес на крест. И никогда я не забуду, что Ты наш грех вознес на крест. И никогда мы не забудем, что Ты наш грех вознес на крест. И никогда мы не забудем, что Ты наш грех вознес на крест. Здесь, чтобы прославить, здесь, чтобы поклониться, здесь, чтобы сказать: Ты мой Бог, Ты всего достойный, Ты всего прекрасный, Ты всего чудесный для меня. Я здесь, чтобы прославить, здесь, чтобы поклониться, здесь, чтобы сказать: Ты мой Бог, Ты всего достойный, Ты всего прекрасный, Ты всего чудесный для меня.
Господь, благодарим Тебя, что мы тело Твое, церковь Твоя. Ты глава наша, а мы Твое тело. Благодарим Тебя, Господь, что Ты пролил за нас свою кровь святую. Хотим сегодня принять причастие в знак того, в память того, что Ты сделал для нас, что Ты пролил свою кровь святую за нас, и тело Твое было ломимо за нас. Ранами Твоими мы исцелились. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Сейчас с чистыми сердцами мы хотим принять причастие в знак того, что мы Твое тело. И вспоминание того, что кровь Твою святую Ты пролил за нас. Аминь. Приходите, братья и сестры.
навеки твой, я навеки твой, я навеки твой. Я навеки твой, навеки твой, я навеки твой, я навеки твой, я навеки твой. Я навеки твой, навеки твой, я навеки твой, я навеки твой, я навеки твой. Я навеки твой, навеки твой, я навеки твой, я навеки твой. И в Библии, в первом послании к Коринфянам, 11 главе написано, Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите сие, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И давайте мы тоже хлеб этот примем воспоминанием, что тело было ломимо Иисуса за нас, чтобы мы были здоровы. Ранами Его мы исцелились. Спасибо, Господь, благодарим Тебя. Также и чашу после лечения, и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Благодарим Тебя, Господь, что Ты умер за нас, и мы ждем, когда Ты придешь за церковью своей. А сейчас мы можем жить в свободе и в радости, благодаря тому, что Ты сделал для нас. Царствие Божие уже внутри нас. Слава Тебе, Господь! Мы делаем это в Твое воспоминание. Благодарим Тебя, Господь, что мы свободны, грехи наши прощены, мы можем жить для Тебя и любить вокруг себя людей, как Ты любишь. Слава Тебе, Господь, благодарим Тебя за все. Я навеки твой,
Господу возвать, славлю и отдаю, чаю избавления родов моих. Раз я Господу возвать, славлю и отдаю, чаю избавления родов моих. Господь, меня моя, меня Спасителя возносит. Господь, меня моя, меня Спасителя возносит. Раз я Господу возвать, славлю и отдаю, чаю избавления родов моих. Раз я Господу возвать, славлю и отдаю, чаю избавления родов моих. Господь, меня моя, меня Спасителя возносит. 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 Давайте поприветствуем друг друга Божьей любовью. Слава, я очень рад видеть тебя. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя за эти десятины пожертвования, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты благословляешь нам, Господь, за то, что Ты даешь нам возможность, Господь, зарабатывать, Господь, и давать, приносить десятины пожертвования в Твой дом, Господь. Слава Тебе, хвала. Спасибо Тебе, Господь. Мы верим, что наши десятины пожертвования растут, Господь, потому что растут наши доходы, Господь. Мы верим, что эти деньги, они принесут благословение, Господь, и радость в доме Господня во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. В Слове Божьем написано, да? Где двое или трое соберутся во имя Мое, там я среди них. Господь здесь. Господь здесь. И сегодня проповедует наш дорогой брат Джон Ванде Рит. Спасибо вам. It's always good to be here. Это как дом для нас. Ты. Быть здесь, как быть дома для нас. And before I share the word, Lisa's going to come and bring some greetings. И прежде чем я буду делиться Словом Божьим, Лиза поприветствует. It's wonderful to be here Очень прекрасно быть and здесь. to see all of И you. видеть всех вас. It's like a dream come true. Это как будто мечта пришла моя. And
an honor for us to be И честь here. для нас быть здесь. So we look forward to our time. We hope that we can make the most of it while we're here. We hope that we can make the most of our time. Надеемся, что мы будем дольше. Да, the The most. time will be blessed. The time will be Будет blessed. очень благословенно это время вместе. Yeah. So we look forward to being with you. Мы рады, что мы с вами. We love you so much. Мы любим вас очень. We hope we will have some time during our weeks here. We leave right after Christmas on the 9th of January. We leave right after Christmas. Christmas is the 7th of January. Рождество, да, русское Рождество 7 января. And so we plan, our schedule leave is right after that. Мы надеемся, наше расписание, что после этого только мы уедем. So we hope during this Christmas time, this Christmas season, we get to spend time with each of you. И за это рождественское время мы будем здесь и надеемся, что с каждым из вас проведем особенное время. So, whenever I preach on this topic Когда я проповедую эту тему or think about this, и думаю об этом, I always think about Vasily я всегда думаю почему-то о Василии, and Carpathia. о Карпатах. Because the most delicious, fresh grape juice I've ever had in my life comes from Carpathia. Потому что самый любимый сок из чего? Из винограда, да, из винограда я попробовал там, из Карпатов, он привез мне. Самый лучший в жизни. That means in the 55 countries that I visited, 25 стран я посещал, the best. а это был самый лучший сок. And so we're going to talk about the miracle of turning water into wine. Когда мы говорим о том, что Иисус вот сделал, первое его было чудо, он сотворил вино из воды. But really, to me, it's a miracle, even the fact that the grapes will take the water from the soil and turn it into grape juice or wine. Для меня это такое же чудо, как виноградная лоза берет воду из земли, высасывает и дает потом вино, получается. How does it do it? Как это происходит? Dirty water from the soil Вода из земли and turn it into и grapes, становится виноградным grape juice. соком. What a miracle. Это чудо вообще само по себе. And this miracle, just because he does it a little bit faster, А тут чудо состоит в том, что просто Иисус это все быстрее сделал. but every day, all the seasons, every year when we get grape juice, it's also a miracle, and so many miracles in our lives. Ну, вообще, когда мы пьем всегда этот сок в нашей жизни, столько чудес вокруг нашей жизни. And so thinking about Christmas, И думаем об Рождестве, когда as we get closer to the Western Christmas on the 25th and the Eastern Christmas on the мы 7th, приближаемся к западному Рождеству скоро. we'll preach a little bit, teach a little bit more about that. И мы побольше будем об этом учить, о Рождестве. And we'll preach about Bethlehem a little bit. Будем проповедовать о Вифлееме. So it's important to know and Это важно все apply знать. to our lives. But I felt in my heart to just for the weeks before we talk about Christmas, to just talk about some of the miracles of Jesus. И я чувствую в своем сердце, что прежде чем о Рождестве проповедовать, надо побольше рассказать проповедовать о чудесах Иисуса, которые Он творил. Sometimes we need a miracle ourselves. Иногда в нашей жизни нам нужны чудеса. And when we read about the miracles of И Jesus, когда мы читаем о чудесах Иисуса, it can give us faith. которые Он делал, это дает нам веру. And not only for us, but for others. И не только нам, но и для всех. So let's just read, why don't you just read, we're going to read John chapter 2, Давайте почитаем Иоанна, 2 глава, 1 through 12. с 1 по 12 стих. Иоанна, 2 глава, с 1 стиха. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина у них нет».
Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. И матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то и сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После всего пришел Он в Капернаум, сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли много дней. So this was the first miracle. Это первое чудо. What is the second miracle? А какое второе было чудо? Healing, yes. Where? Да, исцеление. Где, кого? You know, everybody remembers the first. Все первые помнят, конечно. Not everybody remembers the second. А второе что-то не все помнят. Right? That's how life is. Такая наша жизнь. If you're in the Olympics, Если ты на Олимпиаде, people remember the gold, то помнят все золотого чемпиона. not the silver. Не серебряного. Now, the interesting thing is, my son-in-law, Но самая интересная вещь, мой муж моей he дочери, was here 2 years ago, он был здесь 2 года назад, Tony, Тони. and you might not know, but Tony's grandmother was very famous. Вы должны знать, что мать его, Тони, очень... Grandmother. бабушка, очень знаменитая. Very famous. Очень знаменитая. She was the first woman Она была первой женщиной, to fly in an airplane которая полетела на самолете solo одна around the world. вокруг Земли. You can look up her name. Her name's Jerry Mock. Ее имя очень популярное, ее зовут Джерри Мак. And but you know the thing is, Ну вот знаете что? when you ask people and tell people Когда вы in America, спросите людей в Америке, they all say it's Amelia Earhart. No, that it's not Geraldine Mock. It's Earhart. You know Amelia Earhart? somebody не надо. Yes. Какой-то, да, все, когда спросишь, кто облетел вот вокруг Земли, все ее не помнят, а вспоминают кого? Эмилию Эрхарт? Yes. Другая? Yes. Другая женщина. Now why? А почему? Because Amelia Earhart was kind of the first woman to fly. Но Эмилия тоже была первая женщина, которая летала. And she was very Она famous. была тоже популярна. They made movies about her. Кино даже про нее And сделали. she tried to fly around the world, Она пыталась пролететь вокруг and света, she crashed. и она потерпела And nobody неудачу. knows, even to today, И даже никто не where знает, she is, where the plane is, что you know она exactly. плавала, летала, где ее самолет, да? Yeah. But then Tony's grandmother did fly it, Тонина бабушка пролетела, смогла, and she became the first one. и она стала первой. But people thought she was the second, Но люди думают, что она вторая, so they don't remember her. и не помнит никто. You can go on YouTube, and there's some programs about her. Даже когда программы какие-то смотришь, или в YouTube в интернете смотришь, The first thing, the first one is always important. первый, он всегда самый важный. Let's just look just real quick at John chapter 4. Давайте посмотрим Иоанна 4 глава, And look at verse 46. 46 стих He посмотрим. came therefore again to Cana of Galilee, where he had made the water wine, and there was a certain royal official whose son was sick at Capernaum. И так, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где превратил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. And the rest of this particular passage talks about the healing of his son. И вот здесь вот говорится об этом исцелении So look сына. at verse 54.
54 стих, вот нам написано. This is the second sign. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Вот оно. So that was the second. Вот оно второе. But people remember the first. А люди помнят в основном только первое. When you study the Bible Когда at вы изучаете an Библию institute or в seminary, институте или в семинаре and где-то, they teach you about how to interpret the Bible. They teach you about the books of the Bible. они учат, как понимать, как интерпретировать книги Библии. They teach you that the first thing of anything that comes first, anytime the first time that God speaks, the first time God does things, the first time Jesus speaks, always take note because it's very important. Они учат, что все, что первое было, что Бог сказал, что какое чудо первое сделал Бог, все первое должны все обязательно знать. Это самое, одно из важных. So before we started this, I want to share a miracle, and we want somebody else to share a miracle. Прежде чем мы начнем изучать, я хочу поделиться чудом, которым кто-то с нами поделился. Because it's important. Потому что это важно. And then we'll look in the Bible about this first miracle. Когда мы смотрим в Библии о первом чуде, мы видим, что это важно. But I found out something in the last month, two things I didn't know. Я что-то узнал за последние 2 месяца, 2 вещи, которые я не знал. And one, I didn't really know what my father said the last day of his life. Я не знал, что мой папа был расстроен последние дни своей жизни. He went to be with the Lord. Он хотел быть с Господом. But my sister told me something Но сестра мне кое-что сказала. that I didn't know. Она сказала, что я это не знал. Now, I like Vasily, and many of us, we were brought up in a Christian home. Мы, вот как я, Василий, мы выросли в христианской семье. Learning the Bible from a young age. Учили Библию с раннего возраста. But my brother, Но мой брат, he went away from the Lord. Он отошел от Господа. And followed another path. Другими путями пошел. For many years. Много лет. And my father was felt it's very difficult in his heart. Папа мой очень переживал в своем сердце о нем. And they prayed every day. They went on their knees and they prayed for my brother. Он молился каждый день на коленях за моего брата. And when I talked to my father about my brother, you could see pain in his face. И когда с папой разговаривал о брате, всегда видел боль на его лице. The night before he died, Ночь перед смертью моего отца, he had a dream. Он видел сон. And in the dream, И в этом сне God said, Бог сказал: Philip will be a Christian. Будет христианином. Don't worry. Не волнуйся. And he told my sister this. И он сказал моей сестре об этом. When they had dinner together, У них был ужин вместе. And they went to a praise concert together. My sister, my brother-in-law, my parents ate dinner together, and they went to a praise concert. And after the concert, my father died. Они смотрели по телевизору? No, they went to a live concert at a church. Okay, Они пошли, да. so this was his last. Был ужин, потом концерт, был поклонение в церкви, хвалы и поклонения. И в этот вечер папа умер. And he told them at the dinner. И он на этом ужине рассказал. About this dream. Рассказал ей об этом сне. And then. И потом Господу. So God gave him that assurance. И Бог ему дал уверенность. Well, he and his wife were not following Jesus. They were not following Jesus. Philip. Yeah, Philip. My brother Philip. Да, он до сих пор еще не с Богом, его жена. And but sometime later. Но когда-то позже. They started going to a church. Он будет ходить в церковь. They were in some circumstances. They went to a vineyard church. Vinograd Circle. Vineyard. His start? Yeah. No, before. But after my father passed away, maybe a year or two later, they started going to a vineyard church. Все-таки он стал ходить, брат, в церковь. Yes. Well, I'll tell you, just at that point. Стал ходить в церковь Виньярд, там у них виноградник такая церковь. He received Jesus. Принял Иисуса. His wife received Jesus. И жена приняла Иисуса. They were baptized. Они крестились в воде. And their life was new.
И их жизнь изменилась снова. And my mom flew out when they were baptized. Мама моя прилетала к ним, когда они крестились на крещение. And we were in Russia, actually. А потом в Россию. Вы были в России. Yeah. And so then my brother's wife passed away. My brother's wife Жена моего брата. passed away. She died. Да. Yeah. Ой, она умерла. That's another story in Это itself. другая история. But they met Jesus before this. Но прежде она приняла Иисуса. And then my brother began to go away from Jesus again. И брат после этого опять отошел от Иисуса. And so, the wife was keeping him, and then he started to drift away. Жена его как бы поддерживала, когда она умерла, он опять. So my two sisters and we began to pray. И тогда я и мои две сестры опять начали за него молиться. Let that seed in his heart И чтобы его семя в его сердце, которое посажено, bloom again. разрослось опять. Bring him a Christian wife. Дай ему, Господи, или жену верующую. Just do whatever you can, Делай, что ты хочешь, but work in his heart. но работай в его сердце. And he was living in Arizona. Он жил в Аризоне. And this girl that he actually knew from years before moved from Michigan to Одна девушка, она переехала из Мичигана, она New Mexico, next to Arizona. Мексику, рядом с Аризоной там. And she was very lonely. Она была очень одинокая. She was looking for a husband. Она искала мужа тоже. She was a Christian. Христианка была. She played the organ in the church. Играла на органе в церкви. Beautiful, Прекрасно. classical, Красивая классическая the музыка. organ with all the pipes. Органы такие с настоящим трубом. And she arrived in New Mexico. Она переехала в Нью-Мексико. But we were praying. Мы молились. We didn't know her. Мы ее вообще не знали. And she, in America, when you go from one state to the next state, you have to get a new license for your car. You have to get a new plate. В общем, в Америке, когда переезжаешь с одного города в другой, тебе нужно... Yeah, when you go from one state to the next. Номера, Yeah, we need a new number. новые номера надо. A new plate. Новую табличку. Now, we were just with them a couple weeks ago. И мы были с ними. And she told me this story. Она рассказала историю. Кто? My sister. Сестра. This girl, but anyway. Это девушка. She came and got her new numbers. Она получила новые номера. The first three letters И три первые буквы на них were PHL, which is the abbreviation for Philip. Аббревиатура имени, фамилии, отчества Филиппа, первый. The first three letters was the abbreviation. Три буквы. And then the three numbers И последние три were цифры. 824. 9. No, 8, 8, да, правильно. 8, 25. 24. 24. Yeah, 824. 20, тоже. My brother's name is Philip. Моего брата зовут Филипп. It was his abbreviation. Это аббревиатура была его His буквы. birthday is А его день рождения? 824. День рождения, дата его циферки, дата его рождения. А кто, какая girl-то это? Что This girl, she comes to... Just girl. Yeah, just a girl. Просто незнакомая девушка приехала с такими номерами. She Ей gets дали that номера. number. Philip, 824. Такие номера дали на машине. Верующая девушка. They meet И она встретила. because her sister and our sister were friends. Они познакомились с Филиппом, потому что моя сестра и ее брат, что-то, в общем, они друзья были. И они познакомились. They got closer and closer. Они ближе и ближе стали. And now they're married. И они поженились. Yes. И они поженились. For six years now. 6 лет уже назад. And she helped bring him back to the church. Она его обратно в церковь. He called me the other day before we met him. И он мне звонил за день до этого. He's being trained as a assistant pastor. Он стал помощником пастора. Аллилуйя, да. But she said afterwards, it's interesting that when she was getting to know Philip, and there on her license plate was Philip 824. Чудо, что они встретились вообще с Филиппом. Ну, даже табличка на машине у меня была его. Прям чудо. Да. Hallelujah. Аллилуйя. Miracles. Чудеса. Because God answers prayer. Потому что Господь отвечает на молитвы наши. You know, in America, one other testimony here. Еще одна история. There's a very popular movie
movie right now. В Америке сейчас очень популярен It's actually a фильм, series. It's a serial сериал такой about Chernobyl. о Чернобыле, очень популярен. And people called my other sister called me, and different people called me and said, "You got to watch Chernobyl." Все мне говорят, и сестра звонит там, смотри, ты должен посмотреть Чернобыль. Parts of that film are very ужасно. Часть этого фильма очень ужасная. They show the radiation sickness, Показывают радиацию, болезнь от радиации. what's happening politically, Что происходит в политике. and so whenever people И call, когда люди звонили, we tell a testimony. чтобы мы We tell the мы story рассказываем им историю об одном человеке, of Alexei. Алексее. We say we know somebody Мы говорим, мы знаем who was человека, at Chernobyl который был в Чернобыле и работал. and he received a miracle. И он принял чудо от Бога. And tell the story. Ну, вы все нам знаете, что в 1988 году, почти 10 месяцев, я был в Чернобыле. Я работал 3-й, 4-й блок. И был в таких местах, где, в общем-то, ученые, приближаясь к моей аппаратуре, уже звенел аппарат. Через такие вещи не проходили. Ну и потом летом я вернулся, когда ушел, стал на работу, ходить, все нормально было. И как-то летом один раз мы шли с женой, и вдруг у меня что-то, знаете, вот, когда стакан водки махнешь, да, такое состояние, как будто кайф поймал какой-то. И вот все вижу, но это не мое, это полотно какое-то. Такое состояние, но это буквально секунды 2-3, и все и прошло. Ну, мало ли что там бывает. Потом повторилось месяца через 2, а осенью я пришел в церковь. И больше этого не было. Когда я пришел в церковь, там, по своим, конечно, у меня там сын утонул, и поэтому Бог меня как бы привлек. А дело в том, что там я, значит, исцелился, у меня остеохондроз был такой, радикулит страшный. Прошел. Я не дышал носом с самого детства, у меня был хронический насморк. Прошел. Дышу с тех пор, все хорошо. Я так радовался, благодарил Бога за это. А тут пришел ко мне друг, которым мы были вместе в Чернобыле, и сказал, давай сделаем вторую группу инвалидности, наберем врачам, что у нас вот это, никакие анализы это не подтверждает, только со слов. И рассказал мне начальные симптомы. Они у меня были. Вот эти вот симптомы лучевой болезни. И тут я понял, что не в радикулите, не за это надо благодарить Бога. Он мне жизнь подарил. Ведь это болезнь, которая, в общем-то, развивается, ты падаешь, постоянно теряешь сознание, врачи, конечно, продляют твою жизнь, но ненадолго. Меня бы не было сейчас с вами. И я был бы в аду. Представляете? Вот за что теперь благодарю Бога. Он подарил мне жизнь, и жизнь с Ним. Теперь я не боюсь смерти. Я, правда, Бог отработал это и в Черпухове. Сотня, может, 1000 людей я привел к Богу, так что у меня есть там кое-какой капитал. Вот. А сейчас я, конечно, мне 72 года, я себя чувствую прекрасно. Слава Господу! Да, как Лазарь из пещеры, он вывел меня из смерти и сказал, Алексей, вы и он дал мне жизнь, я даже этого не почувствовал, не знал. Я потом только узнал, и теперь я радуюсь этому. Это действительно чудо. Это не то, что насморк вылечить, это жизнь. Представляете, что такое лучевая болезнь? Неизлечимо. Но у Бога все излечимо. Аминь. Слава Господу. Лучевая болезнь. Радиация. О, слава Господу. So God still does miracles Бог до сих пор сделает чудеса. сегодня. И сегодня. 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 And hopefully in the next weeks we'll see some miracles. Надеюсь, что на следующей неделе мы увидим чудеса. Hopefully later on I'll share a little bit more how important the city of Cana was. Надеюсь, у нас дальше
позже я еще поделюсь, как важен этот город. Not today, but Кана. as we look at this miracle and the second miracle, Сегодня мы рассматриваем первое чудо, второе чудо. it was very important city, little village, really, a little village. Очень важно понять, это маленькая деревня. And my last name, my familia, Моя фамилия is you could say was Ot Kana, right? происходит как от этого. Кана. Kana. What is Kana? Что такое это кана? Trostnik, it could be Это trostnik. как тростник такой, камыш. Kamysh, trostnik. And my name is Vande Rит. Моя фамилия Ванде Рит. And Rит means trostnik. Рит это и значит тоже тростник. And I come from, my family comes from a strong area, a marshy area, swamp area, Bolota in the Netherlands. Моя из Голландии семья приехала в Америку, там были болота и тростники, вот So там они I'm жили. called Ot Rosnik. От тростников, короче, уехали. So I have a soft, a warm heart in my, warm spot in my heart for Kenya. Так что мое сердце как-то к Кане, к этому городу очень расположено. And God had a special plan for that little village. У Бога особенный план был для этой маленькой деревни, Because the first miracle. потому что первое чудо Now, там было. it was the first miracle of Jesus' ministry, И первое чудо в служении Иисуса, but it's not the first miracle he did. это не первое чудо, которое вообще-то он Look at сделал. John, Gospel of John, Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 1 глава. first verse. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Первый стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. And we know that the slow was Jesus. Слово, мы знаем, что это подразумевается Иисус, Он Слово. He was in the beginning with God. Он был вначале у Бога. All things came into being by Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, что начало быть, и ничто не начало быть, что... И все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. In Him was life, and the life was the light of men. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. So Jesus was there at the creation. Иисус еще был тогда ведь, в творении, когда. His life did not begin in Bethlehem. Его же жизнь не началась тогда в Вифлееме, He's когда from он родился. eternity. Он же вечный, He's God. Он вечный Бог. He helped create the world. Он помогал творить, и мир Он творил. So this world is a miracle. Его Слово — это чудо, и весь этот мир чудо. But this is the first miracle that He did in his earthly life. На земле, в Его вечной жизни Он творил вот это вот. А на земле вот в Кане первое чудо было. And so, on the third day, chapter 2, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there, and Jesus was also invited, and his disciples to the wedding. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также званый Иисус и ученики Его на брак. So, I had another surprise this year. И еще у меня был сюрприз один в этом году. I thought in my own life that I was Dutch, Gollandia. Я узнал, I thought я думал, что я that I was голландец. 100% Dutch, Я думал, что я 100%, 95% Dutch. 95% голландец, что я. And but we did the DNA test. Но мы сделали сейчас модно ДНК-тест. You spit, Плюешь там, you send it in, отсылаешь, and they study your background. изучают твои гены. Lisa got her results first. Лиза первая отослала. We knew that her grandfather was born in Sicily. One Мы grandfather. узнали, что ее один дедушка был сицилийцем. But we also knew that they had moved several generations before from Albania to Sicily. Еще мы узнали, что он туда переехал из Албании много лет назад. Her other grandfather Другой дедушка was born in Galway, Ireland. в Ирландии был рожден. In the city, near the city of Galway. Galway такой город. And we also know that in her background И узнали его прошлое. was Native American. She had like a great-great-grandmother who was like Indian, like Native American. Натуральные американцы, индианцы, вот эти, индийцы. So we knew all this before. Индейцы. Indians.
Ее были индейцы, по-другому дедушка. We get the results from her DNA. Мы узнали по ДНК. She said, "You're part Sicilian, У тебя сицилиец, часть but you're also part Balkan, part more Albanian, part и Balkan. албанцы даже есть. Balkan. Балканы. You also are part Irish, И даже ирландцы. from Galway, from the area of Ireland called Такая Galway. часть Гоуэй называется в Ирландии. And you're also like, how many percent Native American? 2%? Small. Like just 2%, 3% Native American. И 2% Indians. индийцы даже американские. So that DNA company, that DNA company was right. И эта компания, ну вот эта лаборатория, она все правильно определяет. Wow. Мы удивились. So when I got my result, Когда я свои результаты увидел, I was some Dutch, я думал, что я голландец. but I was about 30% British. Оказалось, что 40% британец, оказывается, англичанин. Ого. If I didn't know her results, I would not believe it. Когда я ее результаты узнал, я не поверил. How? Как так? So anyway, I'm part British. Ну, в общем, я британец. But I am Dutch, Половина. Если... and our friends just came from Archangels, right? Архангельск. Archangels, right? And there's like a Dutch portion of that city, right? Come say, come up. Ну вот у Сергея, они были там в Архангельске, что-то тоже узнали, что там жили. Да, мы в этом году еще посетили северные края, Архангельск, Поморье, были в музее. В музее, например, целый зал контактам торговли средневековой России с Западом, а это в первую очередь Голландия. Прямо в этом зале стоят муляжи, русский купец такой в кафтане и голландец, гость называется по-русски. Да, фотографии у нас, естественно, есть. Фотографии, по-моему, есть. Ну, вот так. Это торговля России и Голландии. Дальше. Были голландцы, да. Right, so and here in Moscow, some years ago, there was a special celebration at the State Museum about the relationship between the Dutch and the И Russians. там вообще праздновали даже такой был праздник, да, в Москве? Yes, in В Moscow. Москве был праздник, праздновали взаимоотношения Голландии и It mentioned России. Archangels, that was like a Dutch city, many Dutch people up there. Приехали там голландцы много, в общем. Now the Dutch were the merchants, they had the ships, and they knew how to make maps. They were the map makers. Карты, они любили очень голландцы, пасли они овец, и они рисовали карты. So they're very exact people. Они очень точные люди. So they mapped the first part of Russia. И они сделали карту, первую карту России. And when Russians brought the resources to Archangels to be exported, the Dutch did the accounting. И когда России посылали на экспорт свои товары, они все записывали очень. So why do I say that? И почему я это говорю? They would not have liked, they would not have liked the headmaster of the wedding. The Dutch people would not like the И headmaster. голландцы почему-то не любят этого распорядителя пира. That they ran out of wine. Потому что за этого вино. Because the Dutch are very exact. Потому что голландцы очень точно I знают. know. If there's going to be 50 people at the wedding, Если 50 человек на свадьбе, and all the food is ordered, вся кончилась пища, everything's organized, нет, все организовывают, exactly 50 people, food for people, drink for people, whatever, and someone calls and says, oh, now I can come, I'm going to bring 5 И people. если кто-то еще позвонит, скажет, ой, я сейчас приду на свадьбу, еще 5 человек приведу. So what did the Dutch say? Что да, голландец скажет, Wait. подожди, он скажет, Call me again in 3 days. позвони мне через 3 дня, I will organize, я организую все. call the people and see if we can get Позвони more людям, food. посмотрим, что мы можем сделать больше еды. We do not want to run out of food. Мы должны приготовить еду. We do not want 5 people coming and then we have no food. Мы не хотим, чтобы эти 5 человек пришли и не хватило бы еды. If in 3 days the food people say we can bring more food, then you can come. Вот через 3 дня мы все организуем, привезут больше еды, тогда приходите через 3 дня. So the Dutch do not like Вот такие они голландцы. 5 people coming Не любят, чтобы без and there's предупреждения not food. 5 человек пришли и не получили еды. There's other cultures
А в другой культуре, and they go, oh, 5 more people to the wedding, come в on. другой культуре сказали, 5 человек лишних, давайте We'll все. put more water in the soup. Воды добавим, суп развалим, все. And we'll get, don't worry about И it. все, никто не поймет, что, приходите. Right? Правильно? Maybe more hospitable culture. Maybe. Может быть, они более гостеприимные, такие So народы. there's 2 different kinds. Но это разные It бывают seems народы. like they said, come. И вот им не нравится это, что вот всех пригласили. Oh, Jesus, come. And Иисус, давай, Jesus said, well, I приходи. have these people А coming. я еще с людьми, давай с людьми, с учениками, приходи со своими. And what happened? И что случилось? They ran out. They ran out of wine. Вина не хватило. Maybe they invited too many people. Они, наверное, слишком много пригласили людей. They needed the Dutch. Maybe they Им needed the надо Dutch. было голландцев пригласить организаторами пира. So anyway, I bet though, looking back for 2,000 years, И вот я смотрю на 2000 лет назад. it was good that they invited Jesus. Здорово было, что они все-таки пригласили Иисуса. Right? Да. It was good Это было здорово. because it opened the door Потому что они открыли дверь to a miracle, к чуду, the first miracle. первому чуду. They invited Jesus. Потому что они пригласили Иисуса. Sometimes in our own lives, Иногда в нашей жизни we invite мы Jesus приглашаем Иисуса, if everything's exact, you know. когда у вас все точненько, так все расписано. Our life is like this, our life is В like нашей жизни this. все так. Okay, Jesus, you По can полочке, come. ладно, Иисус, You ты вот здесь know, вот. we'll make room for you, you Для know. тебя что-нибудь найдем. Правильно. But when we come to invite Но Jesus, когда мы приглашаем Иисуса, we need to be more like the open culture. мы должны быть больше как Come, Jesus. эта культура, открытая для гостей. Whatever happens to my Приходи, life, Иисус. come. Во всю мою жизнь приходи, что бы ни случилось. That's the first step Вот это первый шаг to a miracle. для чуда. We invite Когда Jesus мы приглашаем Иисуса to come in, прийти к нам. not just in our life, because hopefully we already did that, but we invite him into the situation. Не в нашей жизни, а в нашей жизни и так уже в нашем сердце, но приглашаем Иисуса в нашу ситуацию, как у нас какая-то ситуация трудная. When we have a need of a miracle, we Когда invite нам нужно Jesus. чудо, мы должны пригласить Иисуса. Аминь. And when the wine gave out, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Когда не доставала, и как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему, вина у них нет. And Jesus said to her, woman, what do I have to do with you? My hour is not yet come. Иисус говорит ей, 4 стих, что мне и тебе, жену, еще не пришел мой час. I want us just to look at Luke chapter 3 a minute. Сейчас давайте откроем минутку Луки, And 3 глава. this was this verses were happened just before this miracle, and in Это chapter случилось 3. перед этим еще, в 3 главе перед этим. And this is going to be a test for Oksana reading a lot of good words. So read Luke 3, Сейчас Оксане экзамен. 1 3 глава, through 3. 1 по 3 стих. Okay, so you can just read it. 15th year of Tiberius, right? Go ahead. В 15 же год правления Тиверия, Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, и Трахонтитской области, и в Лисаянии, четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Канафе. Криафе. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. So I like these verses. Мне нравятся эти стихи. It mentions all the famous people of that time. You know? Перечислили всех людей, которые правили в то время. This one, this big Это Caesar, правило, and this one, this one, this one, and this one. Ирод был там. But the word of the Lord Но Слово Божие came to John. пришло к Иоанну. This kind of strange man. Не к этим странным, He wore camel не к этим skin, знаменитым, а к странному этому Иоанну. Он был в шкуре ходил, ate bugs, кушал жучков, wild honey. мед дикий People know ел. that I like honey, but you know it's good. Люди знают, что я мед люблю тоже. And but the word of the Lord didn't come
famous people. Бог заговорил не с этими знаменитыми людьми, а заговорил вот с этим Иоанном. The word came Слово Божье пришло to John. Иоанну. It's time. Это время. He was a supernatural baby, Он был ребенок особенно зачатый, очень чудесным образом. right? We won't go into that story. Вы знаете эту историю. But his parents couldn't have children. Его родители не могли иметь детей. But late in life, the angel said, "You're going to have a baby." И в конце жизни ангел пришел и сказал: у вас будет ребенок. And he was prepared in the wilderness, И он приготовил путь, like a prophet. как пророк And then the word came. для Господа, чтобы Бог пришел, потом Иисус. You know, when we say we're going to Russia, when we're in America, and we say we're going to Russia, you know, Когда мы сейчас были в Америке, мы говорили: мы уезжаем в Россию. they always say, you know, say hello to Putin. Они все говорили: передайте привет Путину. And, and they'll say, what, and when we come here, you know, well, how's Trump, you know? We come here to Russia, and we'll say, how's Trump, you know? Like everything's important, you know. How's Lazarov, you know? How's Lazarov? Лазарев. Как Лазарев поживает, спрашивают нас. What's our Secretary of State now? Pompey. Oh, Pompey, you know. We think of all the famous people, you know. Ну все, знаете, знаменитых этих людей спрашивают все время. But what's really important in Russia, Но самые важные люди what is important in в America, России и в Америке is who receives the word of the Lord. те, кто принимает Слово Божье. Does God's work. Does God's work in God's time. When God speaks, they do it. Дают Богу работать через них, Его Слово. So here's John the Baptist. Продвигает Слово Божье, короче. Here's John the Baptist. Вот Иоанн Баптист. And he got the word. Он принял Слово And Божье. he helped change the world. И он начал менять мир. He was the one that announced Jesus. Он представил им Иисуса. And so, but here Jesus says a very interesting thing. Woman, what do I have to do with you? My hour has not yet come. А вот в Иоанна опять. Two. Да, он говорит: Жено, что тебе? Еще не пришел час мой. This, even to me today, this is a little bit of a mystery, you know. И даже сегодня немножко тайна It какая-то. seems like Jesus was, and we knew that Jesus was waiting on the Father to tell him, you know, when the miracles. Jesus said that I always do whatever the Father Иисус says. говорил всегда, что я делаю только и говорю только то, что мне сказал Отец Небесный. So it seems like, Это звучит как. when we read this, it seems like he was wondering, he hadn't yet heard the strong word that this was the time to start То, miracles. что как будто он ждал от Бога, чтобы начать в правильное время действовать. Ждал от Бога. So Lisa had a little thought on this. У Лизы есть что-то. Okay. So, Jesus said Как Иисус сказал: that my time has not yet come мое время еще не пришло to perform miracles. делать чудеса. So, for him to do this miracle Для него сделать это чудо, was outside of God's plan. он не хотел делать никакие чудеса без Божьего плана. But Mary stepped up, who was his earthly mother. Mary, his earthly mother, Да, мать Иисуса, земная мать Иисуса Мария, was motivated by была мотивирована unselfishness. не эгоистичностью. Unselfishness, like it wasn't about her, it was about the people. Мэри. Yeah, Mary. She was concerned about the people. Она заботилась о людях, а не о себе. Не себя что-то просила. Какая Мэри? Мария, мать. Mary. Она расспросила что-то? Конечно же, вино не кончилось. Мать, вот тут, я думала, когда она родила. Ага. То есть в этой ситуации мать Иисуса, она заботилась о людях, которые там на пире остались без вина. Она о людях думала, не о себе. Right. She saw the need. Она увидела нужду. So, first of all, she had faith that Jesus could do У it. нее была вера, что Иисус может это сделать, первое. And she knew that Jesus would listen to her because she was his mother. И она знала, что Иисус послушает ее, потому что она его мать. So, it was motivated by need, Она была мотивирована нуждой,
Mary had the faith that it would У нее happen. была вера, что он сделает это и получится. And second, the last thing is she told the men to do exactly what Jesus said for them to do. И последнее, она сказала людям: делайте точно то, что он вам скажет. So what did that produce? Это что нам показывает? It produced a miracle. Потом приносит нам чудо. Представляет нам чудо, да? So God changed his plan Бог изменил план, because Mary had the faith for it. потому что Иисус изменил, да, Иисус изменил свой план, он не хотел ничего делать, да, сказал, но он увидел веру у Марии и у матери своей. And the men obeyed what she told them to do. И люди повиновались в точности, что им было делать, они слушались. Поэтому получилось чудо. So when God says to Moscow Christian Center, если Бог говорит нам, Московскому христианскому центру, that you will spread abroad to the right and to the left, чтобы мы, that you will, it's Isaiah 54, verse 3. Isaiah 54. The first part of verse 3. Isaiah 54. Стих какой? 3. Третий стих. The very first part of the verse. Ибо ты распространишься направо и налево. That's it. Если Бог говорит Московскому нашему христианскому центру, что мы распространимся налево и направо, so we need to believe that, мы believe God for должны that, верить Богу об этом and do exactly what He tells us to do. и делать точно то, что Он нам скажет делать. And then we will have a И miracle. тогда мы увидим чудо. So it's a combination. Это комбинация вместе. When we do our part, Мы делаем свою часть, then God does His part. а Бог сделает свою часть. Аминь. Amen. Аминь. Аллилуйя. Yes. So, it seemed like, he hadn't heard, and yet there was a response to the need. Он ответственность за нужду, как бы, да? So then in verse 5 it said, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Verse 5. 2 verse 5. John 2 verse 5. Иисус говорит ей, что матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. So what can we learn practically about this? Как мы можем практически это сделать? See, when we listen to God, когда мы слышим Бога, to His voice, Его голос, wonderful things happen. чудесные тогда вещи происходят. I was once listening to this, I went to a meeting in my city, and there was a man of God from England speaking. Я была однажды на собрании у нас там в церкви в моем городе, и один человек проповедовал из Англии. And he listened to God very carefully. Он слушал Бога очень аккуратно. And God did some neat things. God did some interesting things through his life. И Бог делает чудесные вещи через этого мужчину. He was going to speak. He was getting ready to speak from the Bible. Он был готов уже проповедовать из Библии. And God spoke to him. И Бог заговорил с ним. And he said, somebody here, Он сказал, кто-то здесь, в этом зале, you have some situation about a painting. у него ситуация с картиной. And the Lord would say to you, и Господь говорит этому человеку, give it back, just give it up. Отдай эту картину. Suddenly, this man began to laugh. Вдруг этот человек начал смеяться. And he just started laughing. Человек, который сидел сзади, He стал says, смеяться. can I come up? Can I come up? This man, so Он the сказал, можно я man, подойду? yeah. So the Englishman had this И word, английский человек, который слышал вот от Бога это. and this man came up, И этот человек подошел, and he was laughing. он смеялся. And he said, my father, this was a leader, a Christian leader. Он был христианским лидером. And he said, my father died, Мой отец умер, рассказывал. and we've been dividing his property. И мы разделяли его имущество. And my brother and И I мой брат и я were arguing about a поссорились painting. из-за этой картины. Like, it's mine. Моя. It's mine. Нет, It's моя, mine. моя. And now the word came, И теперь Слово Божие пришло there's a problem with the через painting, пророка об этой картине. give it up. Отдай ее. And so he said,
I give it up. Он говорит, все, я отдам ее. I'll call my brother and say, Я позвоню брату и скажу, it's yours. твоя. So God was speaking Господь говорит to people. людям. And he said, there's somebody here who one side of your nose has been clogged up for many years. И он говорит, этот пророк, говорит, Just one. у кого-то ноздря забита, много лет уже не дышит. This lady she said, it's me. Женщина говорит, это я. For many years, Много лет. this has been closed, this one Закрыт нос, side. не дышит здесь. And so he prayed, Он помолился за нее, and it was opened. и у нее открылась дыхалка. And so it was all very specific things. И очень такие особенные вещи он говорил. And miracles were happening. И чудеса происходили. And so that's good. И это хорошо. But also, Но также, what we learn from this, когда мы здесь читаем, that even if we don't hear, даже если не происходит, even if we don't hear, даже если мы не слышим от Господа, we should still pray мы должны все равно молиться for people. за людей. So it's important to hear from God, exactly hear from the Father. Когда мы слышим четко от Бога, от Отца Небесного. But even if we don't hear Но exactly, даже если мы не слышим четко, we should still pray. все равно мы должны молиться. Still pray. Должны продолжать молиться There's something. за что-то, за Москву, за наш. Never doubt that God wants to do something. Никогда не знаешь, что Бог сделает. Never doubt. Never doubt. Неожиданно может, да? Yeah, never doubt. Never have unbelief. Never doubt. You know what doubt is? No belief. Don't. Невероятные вещи может Бог сделать. All things are possible. Все возможно Господу. When we invite the Lord into our situation, Когда мы приглашаем Господа в нашу ситуацию, we should believe мы должны верить, that He wants to do something. что Он сделает что-то. And so his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Мать сказала, что Он скажет, то делайте. Now there were 6 stone water pots set there for Jewish custom of purification, containing 20 or 30 gallons each. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. And we'll kind of start at that place next week. Ну, начнем на следующей неделе с этого места. But one thing I just want to say here, Но сейчас хочу сказать кое-что. a miracle was going to begin. Чудо начинается And it wasn't just a small с miracle. чего-то маленького. Now, can we show a film clip next week? Можем эфир посмотреть? Because it's important to see that these jars were not just little jars, you know, where they were going to fill with water. Эти сосуды были не маленькие. No, they were big. Они большие были, эти сосуды. 20 to 30 gallons. Many. Сколько-то там галлонов. Большие, короче, очень. So the miracle was not just going to be a small miracle, like, you know, here's a little wine, you know, for the very end. Чудо это что-то большое. Yeah. Он не сделал так чуть-чуть, вот вам вина немножечко тут. He could have just said, here's a few pictures, you know, fill them with water. He said, it's going to be big. Он решил сразу большое сделать. Whatever God does, не по чуть-чуть. Если Бог делает что-то, это большое. And you see, this was the end of the wedding. И в конце свадьбы, это уже был конец свадьбы. There wasn't a need for, you didn't need all that wine. Им не надо было так много уже вина-то. But this was a gift to the Но people. это был подарок для людей. This is the wedding gift. Свадебный подарок. You can sell it. Ты можешь You can продать sell это. it because it's really good. It's really good wine. Потому что это очень хорошее вино. And that'll be the wedding gift. Это был как подарок свадебный еще. It's their home. Для дома. So we don't only just believe for a little thing. Мы не должны верить в каких-то маленьких вещах от We Бога, need to prepare ourselves а приготовить себя for something big. для чего-то огромного, большого. Аминь. You know, God has spoken some big things on this church. Бог говорил очень много больших вещей об этой церкви. Prophets, you know. Proroки пророчествовали. You go, well, how many people are going? Well, I don't know. You know, А сейчас спрашивают, сколько людей ходит, сколько людей в церкви ходит. But what does God say? Бог скажет, сколько. What God says. Бог скажет. That's the important thing. Это важно. Это с неба. Hallelujah.
Anybody needs some special prayer? We have 10 minutes. Anybody have Если кто-то хочет особенную молитву, какую-то у нас есть 10 Nadежда, you минут. can come. We've been praying for you, Nadежда. За Надежду давайте помолимся. Мы молимся о тебе, Надежда, всегда. Come, Проходи. come. Amen. So we're just going to believe for this month of December to Давайте be верить, что этот месяц a month of miracles. будет месяцем чудес. You can stand up. You can stand up. Встаньте все, помолимся вместе. Amen. And the month of miracles. Месяц чудес. And maybe I'll share a little bit further in the month even some prophecies that have come for Russia, for Moscow. Может быть, потом я поделюсь с вами в конце месяца пророчества, которые были о России. Christian leaders around the world, actually. Христианские лидеры пророчествовали во всем мире о России. It's good. Это хорошо. I like it. Мне нравится это. I like prophecies about Russia. Я люблю пророчество о России. We stand.